Если Вселенная была в пролае, и поэтому было только вечное дыхание не знающего себя, то когда начнется Манвантара, вечное дыхание узнает себя? В вечном дыхании, вечной жизни, при выдохе единого сознания и его дифференциации на сонма и множество, жизни сознания, вот для них и наступает эволюционный процесс через преодоление покровов и одухотворение материи. Каждое сознание познает эту вечную жизнь в его вечном дыхании. Но когда придет цикл растворения, пролая в едином того состояния и относительно человеческого состояния сознания, вечное дыхание будет не знающим самое себя в состоянии небытия. Вечное дыхание не знает себя, так как оно вечно. Вечность не может узнать или познать конечное. При начале Манвантары вечное дыхание станет дыханием божественным. Дыхание единого существования никогда не прерывается. Значит ли это, что духовные и материальные аспекты космогонии также непрерывно сменяют друг друга? Не духовный и материальный сменяют друг друга, а небытие и бытие. В этом и есть непрерывность. Дух не существует отдельно от материи. Именно материя способствует проявлению духа. Духовные и материальные аспекты космогонии не сменяют друг друга, а в единстве существуют. Оказывается, есть несколько причин. Как я понял, беспричинная причина, первопричина, причина действующая и материальная. А тогда как следствия распределяются? Вы перечислили следствие, потому что беспричинная причина в себе несет первопричину. Это следствие, как и первопричина несет в себе причину, и это тоже следствие. Следствие имеет причина материальная. Она проявляет все следствия всех причин здесь, на материальном плане, который соединяет в себе все. А человек помнит то, что непрерывно. Если необходимы упадхи для оперирования низшим, то что оперирует через Стхула-шариру на физическом плане? Сознание. Стхула-шарира, как самое плотное тело, есть упадхи всех тел. Следовательно, оно может оперировать манасом, праной, линга-шарирой. Ведь узор слагается из устойчивых элементов. Он строит самый совершенный, прекрасный, непревзойденный в искусстве самовыражения мир. Мир, соединяющих все 7 тел. Совсем по-новому прозвучала идея о слиянии трех в единое. Бесконечная продолжительность, единый вечный элемент и абсолютное движение. Какие формы они потом создают при дальнейшей дифференциации? Формы жизни. Бесконечная продолжительность при дальнейшей дифференциации становится временем. Единый вечный элемент – основа каждой будущей стихии. Абсолютное движение, являясь безусловным сознанием, создает свою форму – разум или сознание. Если есть идеальная причина, то какая сила или принцип способствует появлению реальной причины на материальном плане? Сознание, дух, силой воли и разума. Идеальная причина – это дыхание Абсолюта. Оно становится божественным дыханием. Божественное дыхание дает импульс, вибрации причины звука. И возникает звук. Потом слово, слух, речь и человек, как причина на материальном плане. Вы сказали, что прадхана соответствует распознаванию. А в тайной доктрине написано, что прадхана – это причина действующая. А в чем действие тогда и в чем распознавание? Вначале мы должны для себя определить, что такое прадхана. В Теософском словаре Елены Петровны Блаватской сказано:
Прадхана – недифференцированная субстанция. Иногда также называется акашей, мулапракрити или корень материи. Короче говоря, первичная материя. Как корень материи содержит в себе все свойства и качества духовности, когда человек в духе, то обретает духовность, пробуждающую качество распознавания. И это качество и есть прадхана, корня материи, а также и силы акаши. Как распознавательность – это будет движение, которое позволяет познать суть вещей, ибо звук или вибрация как причина для создания этих вещей. Прадхана вмещает материальную и идеальную, то есть духовную причину. Поэтому она и является действующей причиной. Ведь действие – это синтез противоположностей. Распознавание предполагает качество сознания, имеющего синтез. Если наше сознание не может отличить бессознание от бессознательности абсолютного сознания, значит ли это, что существует сознание, которое может это делать? Да, существует такое сознание, его называют дангма, освобожденное, чистое сознание или святость. Брахма, как четвероликий Бог, который есть причина, способствующая возникновению реальной причины на материальном плане или сознанию. Когда исчезает чувство, исчезает ограниченность. Наше сознание по сравнению с абсолютным сознанием есть ограниченность. Чтобы отличить бессознательность абсолютного сознания и бессознания, надобно слиться с абсолютом. У каждого человека есть сила, способная дать ему истинное знание, и вы это назвали сатьяграха. А как ощутить его или почувствовать, что оно есть в тебе, и ты можешь удержать эту истину? Это сила кундалини-шакти. Чтобы вызвать эту силу кундалини-шакти, которая дает эту способность проникать в сущность вещей, необходима чистота помыслов, чистота действий и чистота слов. Сатьяграха, или твердо держаться за истину, или разумно действовать. Действие – наш вечный и вернейший спутник. Каковы наши действия, такова и наша способность этого состояния сатьяграха. Стихия огня в человеке – это единственная стихия, которая стремится к высшему. Огонь символизирует собой дух. Дух же присутствует в сути всех вещей. Свойство огня – устремляться ввысь, а качество огня – это творящая мощь духа материи, сконцентрированная в едином элементе. Это творящая мощь, ибо все есть огонь. Стихия огня – единственная, которая устремляет к высшему. Огонь, как первоначальный элемент, есть в любой стихии. Именно как зерно духа. Он есть движущая сила всякой стихии – земли, воздуха, воды и эфира. Ведь устремление – это неимоверное желание посетить чертог мудрости. И человек, который может задержать в себе хотя бы одно тончайшее чувство, высокое, он уже навсегда становится необычным существом. Оказывается, все-таки можно эти 7 звуков почувствовать, и даже каждый соответствует определенному состоянию сознания, как Блаватская Елена Петровна описала в «Голосе безмолвия». 7 звуков – это значит, на Земле есть 7 состояний сознания человека? В сферах Земли 7 состояний и 7 измерений, 7 центров и состояний сознания в своей потенциальности есть. Они проявляются как цивилизации – одномерные, двухмерные, трехмерные, четырехмерные, 6-, 7-мерные. Это вибрации различного качества и скорости согласно плотности материи, сфер, пространства, вмещающего сознание индивида. 7 звуков
или 7 состояний сознания, которые имеют 7 разных качеств, как 7 периодов завершения пралая, как 7 периодов возникновения манвантары или 7 раз человека. Но существует 7-е дыхание. Это синхронизированное дыхание на всех планах существует одновременно. Это синтетическое дыхание устанавливает полное соответствие человека с Высшим Я, отождествление индивидуального с всемирным. Это дыхание ауры. Это подлинное произнесение священного, неизреченного слова или имени, голоса безмолвия. Семеричный ключ – это единая эволюция сознания. Так красиво закончился семинар. Истина начинает сиять в молчании. Значит, надо больше пребывать в молчании, чтобы воспринять эту истину. Надо ум дисциплинировать освобождением от привычного предубежденного мышления. Эта дисциплина и есть познание пустоты. И тогда ум способен будет ощущать действительность или истинную полноту пустоты. То и названо молчанием, но не то, что мы привыкли понимать под молчанием, когда мы находимся в тишине. Тишина ума слышна в беспредельности ума, ибо дух говорит без звука. Когда возникает истина, то не может быть никаких противоречий, и только слепые не видят пред ним стоящего света. Когда возникает свет, он соединяет все звуки, слова и речь, исчезает все. А наша задача способствовать непрерывности этого света, которая проявляется сначала в безмолвии, потом в звуке, потом в слухе, и далее уже человек, сохраняя непрерывность света, может слышать голос безмолвия, который есть голос его высшего Я или учителя. Слова М из Откровения — это молитва, желаемая не во вред и не в убийство, но в постижении света. Как постигнуть свет? Свет тянется к свету, желанием устремленности к свету, чистым побуждением на общее благо. Молитва есть выражение лучшей мысли, как обращение к высшим силам, не во вред и не в убийство, но в постижении света. Как каждый свод имеет свою высшую точку, нарушение которой несет разрушение всего свода, так и обращение к высшим силам или мысль лучшая имеет эту высшую точку, которая сохраняет весь свод сознания. И тогда можно слышать божественный голос, который есть логос, 7-й принцип в человеке. Ведь только через него человек может достичь спасения или бессмертия. Ведь конечной целью всех посвящений как раз и является постижение света. Как постигнуть свет? Трудом на общее благо. Не было ничего, ни звука, ни слуха, ни голоса безмолвия, только было вечное дыхание. Кто дышал тогда, если ничего не было? Вечная жизнь пространства. Вечное дыхание нерушимое. Оно никогда не прекращается и не прерывается. Дышало – вечное дыхание, не ведающее самого себя. Это и есть звучание голоса безмолвия, когда истина сияет в молчании. Именем Христа, именем Будды, именем Майтрея, именем Магомеда, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем Братства земного и небесного, примите желаемое вами не во вред и не в убийство, но в постижении света. Омываю дух мой чудом подвига и молчанием приму сияние истины. 26 февраля 1924 года. Откровение Елены Ивановны Рерих.